Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Что скоро произойдет, что скоро случится? События на пороге марта 2026. И подумать только, весна, однако, уже на пороге. И давайте мы с вами узнаем, что же там в эту весну, в самое начало, преддверие. В одном прогнозе у нас два как бы прогноза получается. Рассмотрим, конечно, выпавшие карты с позиции позитивной психологии, позитивного мышления, но на картах пасьянса больше именно о событиях с вами узнаем. Я знаю, что есть любители пасьянса на Таро Инспирационе. Ну, есть, может быть, и не любители, но тем не менее вижу, что многим именно нравятся карты пасьянса. Поэтому что же за события вам предстоят? Или что эти самые события ведут в вашу жизнь, что с ними приходит? Вот давайте, как что-то важное, ключевое, давайте с вами начнем рассматривать, с чего начнется, может быть, весна. И ведь иногда мы чего-то не видим, получая новость или ту или иную информацию. Иногда думаем, что мне показалось, или какая-то нелепость. А ведь часто это элемент перезагрузки или чего-то нового, что никак нельзя пропустить. Вот ключевые главные значения, которые состоятся на пороге марта. И чего нельзя пропустить, что же там случится, произойдет, что для вас будет важным. Не вижу пока совпадений, нет, вижу. Мечи скрещены– это тревога. То есть это не есть что-то, как я говорю, материальное или то, что, может быть, реально присутствует в вашей жизни. Это ваши мысли, это ваши ощущения, это ваше отношение к чему-либо или к кому-либо. Может быть, и к конкретному вопросу. По какому-то вопросу весы сомневаются. И сомнения, понятно, бывают у каждого из нас, но, наверное, нельзя дать им перерасти в какую-то, ну, такую непонятную траекторию наших эмоций, когда они нас поглощают, хочется сказать. У кого-то конкретно сомнения по тому человеку, которого вы не знаете хорошо. Лицо, так называется изображение цыганки. Наверное, поэтому пасьянс цыганским называется. По факту это не про цыганку, это именно про человека, который нам недостаточно хорошо известен. Или, может быть, это официальное лицо. У кого-то это как новое знакомство. Или тот человек, который, может быть, это и не новое знакомство. Уже контакты присутствуют. Но пока не складывается это в какую-то единое понимание, к примеру, да, что ждать от этого человека. Поэтому будьте осторожны. Тем не менее, у вас ну, лучше, наверное, посомневаться, а потом себе сказать, что, ну, да, человек оказался очень порядочным, добрым или отзывчивым, благородным, ну, самые разные добрые эпитеты, да, чем позволить себе где-то понадеяться чересчур, а потом говорить себе, что, ну, вот что ж ты сплоховал или сплоховала. Поэтому аккуратным быть стоит в отношении каких-то людей. Или не рассказать о себе больше, к примеру, если вы идете на какие-то важные встречи, переговоры. То есть мы очень осознанно строим свою речь или вот наш какой-то диалог. Тем не менее, у вас якорь, уверенность, мои дорогие. Значит, посомневались, что с чем-то вы тут разберетесь, это факт. Но вот переживания, вот опять же, если это тревога, череп– это переживание у вас совпадает. А что это такое, вот интересно знать. Сейчас мы дополним картами Таро. Вы знаете, тут ведь может быть двояко. Вот действительно есть почему сомневаться или переживать. То есть это могут быть совершенно два разных человека или два разных события, два дела. И у кого-то из вас то, что было не изучено, да, не изучено хорошо, с учетом именно лица, то, что вызывает тревогу, то, что вы не можете просчитать. Или, мои дорогие, в ком-то вы сомневаетесь. То есть вы именно сомневаетесь, и, может быть, для этих сомнений есть какие-то вполне конкретные предпосылки. Иногда нас судьба останавливает, да, или мы думаем, вот двери все закрыты. А может быть, нам судьба дает подсказку, что это ты зря стучишь как будто в стену в надежде, что тебе откроют дверь. Этого не произойдет.
Или вы для себя наметили какой-то план, а это очень как раз символично нашему времени, эпохи перемен. Это на самом деле так. И вы можете думать, что нет, ну вот все же вот надо мне еще раз что-то попробовать, например, да, или еще раз достучаться до кого-то, или, может быть, а у нас очень своеобразный период, и я уже опубликовала на своем сайте гороскоп, это последняя неделя, которая с 23 февраля. Оставлю ссылки в описании под видео, перейдите, прочитайте обязательно, потому что этот период конца февраля, он у нас проходит в коридоре затмений. Как раз и бывшие возвращаться могут. Причем это такой возврат, который, знаете, неожиданные звонки, какие-то там вздохи, может быть, в телефонную трубку. Или когда, вдруг кто-то вам в мессенджере написал: "Как дела?", к примеру, да. Хотя я не исключаю, что у кого-то будет так, откуда и сомнения. Какая-то история развивалась, и вдруг человек исчез, пропал. Вот и молчание тут тоже может быть, которое будет говорить громче любых слов. Поэтому и сомнения. Так вот, и если вас судьба, к чему все это клоню, у вас от чего-то останавливает, тут, может быть, действительно надо всерьез подумать, а так ли вам это нужно. Потому что вот как бы полярные значения в нашем прогнозе, раскладе, если мы говорим, что случится, произойдет, тут как будто либо ситуация выбора у кого-то может быть. Потому что если здесь есть вот, да, как вот это лицо, или вы чего-то не знаете, вы не знаете, как поступить с конкретным человеком в конкретной ситуации, то вот обратное совершенно нам показывает вторая половина пасьянса, как есть и уверенности, мои дорогие, ангел. Это доброжелатель. Не все люди одинаковые, это понятно, поэтому вам, как, знаете, правильные ориентиры, самое главное, важно выбрать. Мы строим правильные социальные связи в этот период, поэтому есть о чем задуматься. Ну, понятно, что именно люди надежные или ваша, может быть, дипломатия, если это пусть какой-то разговор, беседа для вас такая очень знаковая, может быть, это с работодателем или это представитель какой-то официальной, да, может быть, какой-то структуры, то тут о себе не проболтаться, не рассказать больше, чем нужно, уметь выдерживать паузу и постоянно анализировать. То есть вот эти самые правильные диалоги для вас будут тоже важны. Потому что иногда мы о себе выбалтываем больше, чем думали прежде. Но вот именно ваша способность, вы великие дипломаты, как-то очень правильно построить разговоры, диалоги, беседы, чтобы это был не монолог, но чтобы знаете, вы какое-то рациональное зерно после этого разговора получили. И здесь у вас есть возможность правильно вести вот эту канву встречи, переговоров каких-то. Вот будьте к этому внимательны, потому что вполне я могу допустить, что в этот период вы можете столкнуться с тем, что как раз людей в вашей жизни будет много, а с людьми приходят какие-то либо новые задачи, вопросы, может быть и призывы к чему-либо, и здесь вот правильно сориентироваться. Ладно, не вижу больше совпадений, пока с вами долго говорила. Давайте пойдем дальше. И первый вопрос, который мы зададим картам Таро. Так что же там по судьбе и что нового идет в вашу жизнь в этих событиях будущего? Что же нового в марте вам по судьбе идет в вашу жизнь? А что из прошлого, мои дорогие? Может быть, вы в чем-то поставили точку, вот как бывшие, да? Но тут ведь может быть такая конфигурация, когда вы получаете банально какую-то бумагу, документ, может быть, по работе, и нужно срочно переделать какой-то отчет, заново пересчитать, пересмотреть. И может нам судьба возвращать в этот период, ну, как мы в чем-то ошиблись. И вот теперь эту работу над ошибками нам нужно провести или исправить. Но, возможно, это будет то, в чем вы поставили точку, оказалась запятая. И к чему это все идет? Вот будем узнавать по этой карте. И что же в конце концов прояснится? Возможно, вы откажетесь от чего-то сами, или это будет уходить. Вот в ближайшем будущем, как это что-то будет продолжаться. Итак, первая карта. Что же вам по судьбе и нового? Победа. Вы можете правильные диалоги построить. Явно есть победа в каком-то вопросе. Может быть, это вам, вот я говорила, полярное, есть доброжелатель, ангел. Сейчас словно ангелы на вашей стороне. Но вы только решаете, какую же вы выберете
Ну, как фарватер или какую конфигурацию разговора, может быть, вы выберете, какой в целом вы выбор сделаете. Более того, вы чем-то останетесь довольны, это правда. В марте месяце больше побед. Но ведь по этой карте мы должны удерживать эту победу. У кого-то из вас, правда, по рыцарю чаш могут быть такие новые, да, знакомства. Кстати, мы на март смотрим. Вполне вероятно, у кого-то вот это лицо знакомства. Это то знакомство, которое, знаете, может быть даже в таких энергиях, когда вы думаете, что «ох, вот я как будто встретил своего человека, он меня понимает», или словно мы знакомы. Здесь могут быть очень сильные эмоции, но и приятные эмоции. Тут точно карта радости и хорошего настроения. Но вот по этой карте будьте все-таки внимательны к новым знакомым, потому что она дает нам как возможность, да, с кем-то познакомиться, но это будет омут каких-то чувств, может быть и так. Однако карта рыцарь чаш не говорит, что это надолго. Может быть, для кого-то здесь из вас, наоборот, будет решение какого-то вопроса, который касается больше с учетом карты победителя. Это то, что вашего благополучия напрямую касается. К примеру, это какие-то важные согласования, документы. Здесь может быть и важная встреча, диалоги, как я говорила, по работе, по, может быть, вашему творчеству. У вас императрица. У кого-то я допускаю и по личной жизни. Но тогда, скорее всего, по аркану победа, победителя, шестерка жезлов, здесь вы какое-то равновесие определяете для себя. Либо в отношениях, у кого-то в семье. Но, может быть, это личный вопрос и семейный вопрос, который будет касаться, к примеру, недвижимости или денег, или, ну, вот еще чего-то, но это где-то строится с позиции, может быть, и закона, документов или более четких, надежных договоренностей. Не абстракций, это факт. Императрица нам говорит: «Надейся сам на себя». Мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни. Любимая женщина может проиграться. Мои дорогие девочки, дважды надейтесь на себя. Вот эту победу придется удерживать. Императрица может иногда говорить для тех, кого это откликается по возрасту и желаниям «я жду ребенка», или для кого-то просто вопросы, связанные с домом, с семьей, с вашими детьми, или вот все же с вашим творчеством. Может быть, какой-то проект, который долгое время, вот у кого-то внимание, вы продолжали, но не видели результатов. Может быть, это, да, вот вы пишете книги, среди вас много творческих людей. Кто-то пишет музыку, кто-то пишет, может быть, картины, или вы медийный человек, то здесь приходит популярность, здесь приходит победа. Вот я больше бы сказала для тех, кто работает или занимается фрилансом, вот здесь точно победа будет. Может быть, долгое время вам приходилось работать, то вот тут радость какая-то будет, правда? Но помните тогда, мои дорогие, вам это придется удерживать. И все же нам говорят не замечтаться. Явно будут какие-то люди, когда вам будет приятно, знаки внимания. Или вот как по бывшим, вроде бы вернулся, да, или вернулась, вроде бы состоялось какое-то общение, нас это воодушевляет, где-то тешит самолюбие, но все-таки по четверке, попажу, извините меня, чаш в этой колоде, хрюша с крыльями в верхнем правом углу. Мы знаем, свиньи не летают. И поэтому однозначная такая идет подсказка, если в отношениях, если мы говорим, да, соединяя паш, ведь по этой карте всегда незрелость. Незрелость в плане чувств то же самое. Когда человек может играть словно в отношении вас, а вы принимаете эту игру за истинную правду. И вот если бы не было рядом вот рыцаря чаш, то я бы, может быть, этого не говорила, больше бы свела именно к каким-то деловым вопросам, хотя у кого-то это может проиграться в отношении именно дел, когда тут тоже замечтаться нельзя. То, что вам обещают сейчас, еще не обязательно будет продолжено далее. Но вот на бизнес, на фриланс, на личные дела, на вашу популярность победа точно есть. А что же там из прошлого? В чем вы, возможно, поставили точку? Ну точно. Шестерка чаш, карта ностальгии или давних знакомых, давних союзов, давних каких-то встреч. А что это такое? Вы поставили точку, и что же теперь? К чему это все идет? Нет, как выяснилось, это была не точка. И мне очень нравится, как трактует десятку мечей Колет Барон Рид.
известный психолог и таролог. Изящное завершение. Я не исключаю, что кто-то из вас будет изящно завершать какую-то, ну, если не дружбу, то любовную связь или какие-то контакты. Вот возвращение бывших. Правда, прочитайте, я не буду подробно останавливаться. Перейдите на сайт мой и прочитайте вот эту последнюю неделю с 23 февраля как коридор затмений. Тут кто-то, может быть, к вам с чувствами, но вы, видимо, более ясно видите, что, ну вот нет, перспективы. Или человек играл прежде, будет играть дальше. Если были проблемы прежде, то, скорее всего, они сами по себе никуда не растворились, они остались. Какая-то прежняя, может быть, даже не обязательно, вот, кстати, это будет касаться любовной истории. Король чаш. Это может быть, конечно, я допускаю, буквально человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воды, рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент, почему нет? Но это тот человек, которого вы считали, или он, может быть, и есть родной. Буквально, может быть, родство э, присутствует, или это все-таки та связь, которая, может быть, отношения, которые какое-то время, повторюсь, длились, или вы уже даже вот за это время предыдущее почувствовали, насколько человек близок к вам. Может быть, вы строили какие-то даже вместе планы, мои дорогие, но потом все-таки это не получилось. Правда, видимо, изящное завершение чему-то вы, ну, положите. По крайней мере, я допускаю, что для вас возвраты родственников, возвраты бывших или какой-то прежней истории, когда вам это возвращается с одной стороны, вроде бы вам приятно, что-то вас радует, но вместе с тем вы понимаете, что это дорога в никуда. Мы ищем выход. Вот вы будете искать выход, как красиво разрулить какую-то ситуацию. И у вас это получится. Наша дорога к солнцу. Вот, девушка, посмотрите. Она уходит вот от этого искусственного очага, где она находилась долгое время, и она именно к солнцу. Путь к солнцу, мои дорогие весы. Давайте узнаем, так что же в конечном итоге прояснится, что же или уйдет, или вы откажетесь сами. Ну, тут действительно пусть она уходит. Иногда эта карта – карта вора. Иногда по этой карте мы понимаем окончательно, что нас кто-то обманывал, водил за нос. И не только это, кстати, по этой карте мы желаем забрать свое. Может быть, это знаете, вы с кем-то долгое время делились. Вы с кем-то вот как своей энергией, своим вдохновлением. Вы кого-то вдохновляли, а свое вдохновение вы как будто растеряли. И вы понимаете, я растерял силы. И я, может быть, в своих надеждах уже потеряла самое себя вот иногда так. Иногда это то, когда мы понимаем, что были в нашей жизни какие-то моменты, или конкретные люди, которым мы больше не хотим доверять, раз, и мы больше в каких-то делах участвовать не хотим, два, потому что мы, как минимум, устали. Устали от лжи, как ни странно, или устали от какой-то двусмысленности, от какой-то чужой игры. Вот что здесь у вас прояснится? Во-первых, для кого-то из вас даже такой мощный триггер, да, когда ну, вот у нас как открылись глаза на что-то. Или пусть это будет на кого-то. Когда ясность наступает, то тогда вместе с этой ясностью отступает и боль. И это карта праздника. И я не исключаю, что кто-то узнает из вас тайны, когда, ну, может быть, велась действительно двойная игра кем-то, и здесь были третьи лица. Были третьи лица, может быть, даже по тем вопросам, которые документов, работы, да, касались. И вы вот здесь проясните, да, тут именно проясните, почему складывалась такая ситуация, почему в вашей жизни были какие-то, знаете, как стоп-моменты, какие-то барьеры, и у вас будет праздник на душе. Потому что вы важный итог, вот выход, да, вот, наверное, ключевые 2 карты. Мы ищем выход, мы его находим. Мы понимаем, что наступает время идти вперед. И первый аркан у нас был императрица. Так что же прояснится? Какая-то любовная история или какая-то история действительно либо с вашим близким, либо, может быть, это какие-то родственные связи. У вас будут такие энергии, по крайней мере, вот мы спросили, что на пороге марта, так вот буквально на пороге весны. Вы не хотите уделять внимание больше тому,
что вас обесточивает, то, что забирает ваши ресурсы, любые, денежные, к примеру, может быть, вы кому-то помогали, или вы тратили на кого-то много времени, сил, вы потратили свои надежды, мои дорогие. Именно надежда. Ну, надежда — это, знаете, такое состояние души, которое нас очень часто, ну, может и помочь, но очень часто нас в бесплодное какое-то ожидание ввергает. Ну, согласитесь, так бывает. И есть всегда манипуляторы, вот семерка мечей, которые на этом хотят, прокатиться. Или понимают, что мы вроде бы как у них в кармане, да, мы становимся ручными, удобными. Вот не быть удобным, наверное, основной девиз на преддверие весны или порог весны, порог марта. Вот, наверное, отказаться от всего того, что вас разрушает. Может быть, вот этими надеждами, напрасными ожиданиями, а может быть, для кого-то десятка жезлов, встанет на кону конкретный вопрос. Мне для того, чтобы быть более продуктивным, мне нужно как будто высвободить больше свободного пространства, чтобы уделить, к примеру, внимание себе, своему имиджу. Я слишком много сил вот по этой карте потратил на что-то. И теперь мы понимаем, что, как выясняется, вот вы будете, видимо, это видеть более отчетливо, что основной процент ваших потраченных усилий, энергии, чувств, денег ушли никуда. И для вас это своеобразный праздник, потому что это та ошибка, которую вы не повторите. С чем это связано? Ваша пауза была связана с какой-то чужой игрой, на которую вы вольно или невольно согласились. Хочу достать карту совета. Вот тебе полный вперед. Причем вперед с новыми методами, с новыми, может быть, построениями отношений, даже с людьми известными. Вам самое главное, мы не можем изменить мир, да, мы не можем изменить людей, их мысли, мы не можем изменить обстоятельства, в которых мы находимся, но мы должны изменить к этому отношение. Такая очень простая истина. И по рыцарю Пентаклей вам не захочется участвовать в делах тех людей, которые вам не откликаются. Когда игра напоминает, вот как игра в одни ворота. Такой футбол нам не нужен, или хоккей, да, как в известной фразе. Ну вот, видимо, вот понимание, оно окончательно приходит, и это для вас, как, знаете, какая-то внутренняя революция, когда вы учитесь себя любить, ценить, понимаете, что же такое на самом деле быть к своей душе милосердней. Вот какой-то переломный момент. Но я должна сказать, у вас тоже, кстати, выпадает, да, вот этот ангел, который у нас как раз и открытый остался, который приносит уверенность. Конечно, это как высшие силы, стечение обстоятельств или отклик какого-то человека, я не имею в виду личную жизнь. Это может быть даже банально какой-то человек, который вам помогает решить вопрос. Пусть это официальное лицо, он просто четко вам расскажет, что ты должен делать по пунктам, какие документы собрать. Но вы себя будете чувствовать от этого увереннее. Вот именно уверенность шаг за шагом у вас формируется на начало марта, и все события к этому подводят. Иногда по этой карте мы хотим решить финансовую ситуацию. И здесь тоже я вижу для кого-то из вас, может быть, это вам нужно какой-то срочный платеж провести, а ваши деньги задерживаются. Но тогда вот нам как будто карта говорит, вот все равно победы есть. Вот ты какой-то вопрос весы закроешь. Но для тебя все же, с учетом этой карты, пространство Вселенная дает тебе такую возможность продумать свою траекторию, как марафонский забег лет на 10, и удерживать, пусть маленькие, но победы, не соскользнуть в какие-то прежние энергии, от которых, может быть, и получилась какая-то грустная история, которая вас держала словно в кандалах. Вот такая задача, мои дорогие. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я оставлю все ссылки в описании под видео и на свой сайт, на некоторые статьи тоже. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.